Всем привет, с вами Александр Байков. И как вы уже поняли по названию, речь у нас сегодня пойдет про Зоосферу 2015, которая прошла в городе Санкт-Петербурге. Видео, думаю, будет довольно долгим, поэтому нажмите на паузу, сходите налейте себе чайку, возьмите печенек и продолжим. Что ж, самое интересное на Зоосфере это был конкурс Мини-Гарден и конкурс биотопных аквариумов 2015. По конкурсу Мини-Гарден здесь где-то будет ссылочка на видео. То есть, если вы на YouTube и у вас включены аннотации, то кликните на эту ссылочку и перейдете прямиком на церемонию награждения. Самым ярким из Зоосферы, наверное, был все-таки стенд компании Unitex. Им исполнялось 10 лет в этом году. Там у них был и бар, и рулетка. Были даже свои деньги, которые вы могли поиграть в рулетку, либо купить что-то в баре. Из новинок, много новинок выпустила моя любимая компания JBL. Выпустили ограниченную партию белых фильтров JBL Crystal Profi. Собственно, там я посмотрел, из чего все комплектующие состоят. Давайте вместе посмотрим. Привет, друзья! Находимся на Зоосфере все так же. На стенде компании Unitex. Из новинок у них фильтр JBL Crystal Profi E900. Казалось бы, старая модель, но как бы нет. Это ограниченная партия, которая, я так понял, что в России вообще не будет продаваться. В общем, партия фильтров белого цвета. Собственно, вот так выглядит данный фильтр. И из комплектации. Комплектация, я так думаю, что не особо поменялась. Поменялся, скорее всего, только цвет. Ну да, насадка на голову изменила цвет. Здесь немножко изменили цвет. Так, все то же самое. Те же шланги, липучки, все, собственно, то же самое. Так, посмотрим, что же внутри, какие наполнители. Может, добавили что-то нового. Голова снимается, здесь все смазано. Собственно, ну, все то же самое. Никаких новаций не наблюдается. По наполнителям. Первый также. Вода течет через боковые. На выход губки. Второе. Также идут губки. Третье — губки. В общем, 3 кассеты с губками. И на дне у нас шары Biomax. Собственно, по комплектации ничего нового. Только цвет отличается. Выглядит как солдаты Дарта Вейдера. Также компания JBL выпустила новый проточный диффузор. Его я также посмотрел. Довольно интересная вещь. Один даже мне достался. То есть он стоит сейчас в данном аквариуме. Сейчас тестирую, смотрю, насколько он эффективен. Ну а так, давайте посмотрим его комплектующие. Что, друзья, продолжаем прогулку по стенду Unitex. Посмотрим дальше новинки JBL. У нас диффузор проточный, надевается на трубки внешнего фильтра, то есть не виден в аквариуме. Все довольно удобно. То есть в чем его удобство, в отличие от многих проточных диффузоров, что он полностью разборный, облегчает полностью чистку. То есть, как вы видите, сама панелька достается, чистится, вставляется обратно, все работает снова. С такой же легкостью все собирается.
Также здесь имеется счетчик пузырьков. То есть, собственно, сюда подключается сам CO2 баллон. И также все легко собирается и крепится в тумбе на липучке. Давайте немного передохнем от новинок. На выставке также было много иностранцев. Один из интересных это был Петр, ютубер, у него канал называется Define Aquascape. Тоже вот аннотация здесь будет на него. Также будет ссылка в описании, если вы на ютубе. Мне удалось взять у него небольшое интервью. Давайте посмотрим на него. Всем привет, друзья! С вами Александр Байков. Сегодня 2015 год, и мы находимся на зоосфере. Сегодня возьмем интервью у популярного блогера, связанного с аквариумистикой. Его канал Define Aquascape. Сколько? 50 тысяч подписчиков, по-моему, у тебя, да? I think so, yes. Я думаю, что ты прав, but let me check. Yeah, 40,000 subscribers. 42 тысячи подписчиков, почти 43. Ну, расскажи, с чего все у тебя началось, съемки видео, как ты решился на это? At the beginning, I just wanted to make underwater videos to show how the real habitat of fish looks like, the real environment where fish live. Сначала я хотел снимать просто подводные видео для того, чтобы показать, как выглядят биотопы под водой, как выглядят места обитания рыб. Back then, it was like 4 years ago. On the internet, there were not many informations about real biotope of fishes. Раньше, 4 года назад, в интернете было мало информации о местах обитания рыб. At some time, I wanted to make a biotope aquarium for myself at home, and I started to look for some informations over the internet, but there was not much actually. Однажды я решил оформить биотопный аквариум у себя дома, начал искать информацию о нем в интернете, и оказалось, что ее очень мало. So I decided, just if there is no information about it, I will do it myself. I mean, I will get the information myself, and yeah. И я решил, что раз информации мало, то нужно самому ее добыть. Да. Точно. So small camera, it's not DSLR camera, but compact camera. I had compact camera. I bought underwater case, and I started to make some videos in Poland, in Narew River. It's one of rivers in Poland. Я приобрел небольшую компактную камеру, специальный чехол для нее, чтобы можно было снимать под водой, и начал съемки в одной из рек Польши. Narew. Река Наrew. Narew, да. And this video was, very interesting. I made this video in one of Polish national parks or landscape. I think it was a landscape park. There is a difference between national park and landscape park. So I made this video for one of Polish landscapes park, and people liked it. So I decided to make more. Я снял это видео в одном из парков в Польше, и людям это видео понравилось, и я решил снимать еще. I made some videos from Karst Spring, and I also made some videos in the Red Sea in Egypt to show the life of the reef. Я сделал несколько видео в Карстовом ручье, а также видео в Египте, которое показывает жизнь, обитание, места обитания кораллового рифа. There are many exhibitions, aquarium exhibitions in Poland, and there are also many people in Poland who cannot go to the exhibition themselves. Потом я понял, что после того, как начал снимать видео из биотопов, осознал, что проходит очень много аквариумных выставок, а есть такие люди, которые не имеют возможности их посетить. So I started to make videos showing the exhibitions, and it was really
приятно for me. It was really a pleasure because after I made my first report, people said that it is really, when they are watching my video, they feel as if they were at the exhibition. И после того, как я начал снимать видео с выставок, получил один из комментариев. Люди писали, что видео им очень понравилось, и они почувствовали так, как будто бы они сами побывали на этой выставке. Да. So this is how it started. Так все началось. Так все началось. Понял, да. А все-таки какие направления в аквариумах тебе больше всего нравятся? Это акваскейп, биотоп, то есть, не знаю, голландский аквариум. What kind of styles of aquarium composition do you like more? Aquascapes, biotopes, Dutch style. There is nothing like I prefer something. What I like is a tank in which fish feel right. If it is good for fishes, then I like it. Doesn't matter if it is aquascape or if it's biotope aquarium. Every style had its own features, so every style has its pros and contras, so to say. So I like everything as long as it is good for fish. Не могу выбрать какой-то определенный стиль, мне нравятся разные стили до тех пор, пока рыбы чувствуют себя в аквариуме хорошо. Так как для рыб должны быть созданы обязательно все условия. Не имеет значения акваскейп, это биотопный аквариум. Если рыбам там нравится, то и мне нравятся такие аквариумы. And also, because the first question was why I started this biotope filming. I was never good in planted aquariums. Самым первым вопросом было, с чего я начал, почему я начал снимать и делать эти видео. А причина была в том, что я никогда не был достаточно хорош в оформлении растительных аквариумов. Да. At the beginning, I tried to make some planted aquariums, but the plants were always like, they just completely didn't feel like growing. So then I decided, maybe I will start to make biotope aquariums because biotope is more easy. You just put some leaves, some twigs, some roots, and it's enough. You don't need to take care for the plants. So yeah, this is another reason. Сначала я оформлял растительные аквариумы, но растения росли совсем плохо. И поэтому я решил, попробую-ка я свои силы в биотопной аквариумистике, потому что можно просто взять аквариум, положить туда листья, коряги какие-нибудь, и не нужно ухаживать за растениями. Сейчас дома у тебя есть какой-то аквариум? Oh, many. I have many aquariums at home, but none of them are planted aquariums, none of them are ornamental aquariums, because I breed fish for sale, aquarium fish for sale, so all my tanks are just for breeding fish for sale, so they do not look nice. У меня дома много аквариумов, но они никак не декорированы, так как я развожу рыб на продажу. Поэтому эти аквариумы все предназначены для того, чтобы разводить в них рыб. Какие у тебя вообще дальнейшие планы по съемке видео? Все будешь в том же направлении, то есть как выставки в основном, как я заметил у тебя, либо как-то немножко сменишь направление? Will you proceed this way further? Will you film only exhibitions or you would like film something else? I would like my main goal was to film underwater habitat. So this is what I would like to do most. But the problem is that first it's difficult to find water body with clean water. Больше всего мне хотелось бы снимать подводные биотопы. Это было моей главной целью. Но проблема здесь заключается в том, что очень сложно найти водоемы с прозрачной водой. Да. So this is one problem. It's more difficult to find water body with clean water than to find a good aquarium exhibition. Гораздо сложнее найти водоем с прозрачной водой, чем хорошую аквариумную выставку. Да. So this was the first problem, and the second one is I'm interested mostly in tropical biotopes, so I need to travel to foreign countries, to tropical regions, and it costs money.
Вторая проблема заключается в том, что мне очень нравятся тропические биотопы, а для того, чтобы их снимать, нужно ехать за границу, в другие страны, а это требует множества денег. So I have to earn money first, making videos showing aquarium exhibitions, and then when I will have enough money, I can start traveling from time to visit tropical regions and film underwater habitats. Поэтому мне нужно сначала поснимать выставки для того, чтобы заработать некоторое количество денег, и чтобы потом можно было эти деньги потратить на то, чтобы путешествовать и начать снимать биотопы. Anyone knows my channel, Definite Aquascape TV, please share it with other people, spread the good news that my channel is on the internet, so you can subscribe to be informed about new videos I make, like the one from Zoosphere, for example. Subscribe my channel. Все, спасибо большое. Все, Спасибо большое. подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем пока. Ладно, передохнули немножко от новинок и продолжим снова. Снова опять от JBL новинка, это новый PH-контроллер. О нем помог мне рассказать Рудольф, то есть это представитель компании JBL. Давайте взглянем. Ну что, друзья, продолжаем смотреть новинки от компании JBL. Посмотрим сейчас, что у нас там. PH-контроллер. Расскажите немножко о нем. Racontez un peu de l'ordinateur, de l'ordinateur avec les deux fonctions. Ouais. D'accord. Donc là, on a un nouvel ordinateur donc, pour le pH control. Компания JBL сейчас представляет новый компьютер для контроля pH. Qui permet de réguler le pH par de l'apport en CO2. Который позволяет регулировать значение pH в аквариуме, содержание его в аквариумной воде посредством добавления CO2. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de pH qu'on veut avoir, soit ça va injecter du CO2, soit ça va arrêter, disons, l'alimentation, et ça permettra de réguler son pH au niveau de l'aquarium. Этот компьютер по достижении определенного значения pH в аквариуме прекращает подачу газа из специального баллона, находящегося внизу установки аквариумной, и таким образом поддерживает уровень необходимый pH в аквариуме. Donc là on voit un petit peu, on a l'instruction du montage, comment ça se passe. C'est vraiment ce qui est nouveau au niveau de ce pH control, c'est qu'il est très compact, très petit, et que maintenant c'est en fonction en touchscreen, c'est-à-dire en touchant l'écran. На оборотной стороне упаковки вы можете видеть подробную схему того, каким образом можно собрать установку для поддержания необходимого уровня pH в аквариуме посредством CO2 установки. Она включает в себя компактный pH-контроллер, что важно, с экраном сенсорным, экран с функцией touchscreen, сенсорный экран. И также включает в себя непосредственно баллон, редуктор с двумя манометрами, которые устанавливаются непосредственно под аквариумом или рядом с ним. И таким образом происходит регулирование и поддержание необходимого уровня pH. Et donc on a les instructions qui sont en 13 langues, dont le russe. Donc, внутри и на упаковке, и внутри нее есть подробное руководство, которое представлено en 13 langues, на 13 языках, в том числе и на русском. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il suffit de suivre les instructions. Une fois qu'on a choisi sa langue, en fin de compte, l'appareil nous dit comment évoluer, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut calibrer, etc. Donc c'est très facile à utiliser. Этот прибор очень удобен в использовании, потому что его функционал предполагает функцию, которая позволяет нам точно узнать, в какое время нужно произвести калибровку, то есть он непосредственно подсказывает те необходимые действия, которые нам необходимо сделать. Donc ici on a l'appareil qui est avec le pH control, avec la sonde de température, et pour pouvoir fonctionner, il faut aussi, disons, la sonde donc, de mesure, qui est ici et qui n'est pas vendue dans la boîte, qui est vendue séparément puisque c'est une pièce d'usure. Donc il faut toujours qu'on ait la possibilité d'acheter des sensors, des sondes qui soient donc plus fraîches parce qu'elles ont une durée de vie limitée.
Это только аппарат для измерения и контроля уровня pH. Он продается отдельно от сенсора pH, который, соответственно, продается отдельно и имеет ограниченный срок годности, как все сенсоры pH, и может быть заменен и всегда приобретается отдельно для установок подобного рода производства компании JBL. Donc on voit ici, il y a tous les différents donc, solutions pour le calibrage, pour le nettoyage de la sonde et aussi pour, disons, pouvoir la conserver. Комплект поставки CO2 электрода включает в себя решение для калибровки электрода и в том числе раствор для его хранения. Et on voit qu'on attache beaucoup d'importance à avoir vraiment un très bon emballage pour pouvoir protéger, pour faire en sorte que la sonde soit toujours donc, humide et soit stockée dans les meilleures conditions possibles. Комплект поставки содержит также специальное решение в виде пластиковой емкости, куда постоянно погружен электрод, находящийся на хранении, поскольку важно, чтобы он находился во влажном состоянии в среде с определенным уровнем pH. Voilà. Все, на этом все. Всё, Все, это всё. спасибо большое, Сенки. Спасибо. Также много новинок было от компании Dennerli. Это линейка их растений, линейка меристимных растений. Меристимные — это которые на биогеле. Если полистаете у меня видео, у меня есть обзор меристимных растений. У меня Dennerli, другой фирмы. Также Dennerli выпускает новую линейку грунтов. Ну, не новую, обновленную. То есть там будут и крупные камушки, и как старые вот эти маленькие. И будет побольше цветов. Также на выставке был представлен новый светодиодный светильник от Dennerli. Действительно выглядит очень стильно и интересно. Из морской аквариумистики было практически ничего не было, было всего 2 стенда. На одном такой среднячковый аквариум, ничего интересного. А один аквариум я заснял, то есть действительно качественный, хороший морской аквариум. Не помню, правда, что за фирма его представляла. Если, в общем, вы являетесь хозяином этой фирмы, напишите мне, я обязательно добавлю вас в описании и в аннотации. Давайте посмотрим на этот прекрасный морской аквариум. Давайте перейдем к самому интересному. Это конкурс биотопных аквариумов 2015. Давайте взглянем на сами аквариумы.
вы уже поняли, в конкурсе биотопных аквариумов победила Светлана Кириллова из города Санкт-Петербург. Я ее искренне поздравляю, она действительно молодец. 3-й год она уже участвует в данном конкурсе. Давайте послушаем ее победную речь. Это уже 3-й конкурс тропических биотопов, в финале которого я принимаю участие. В первом из них я заняла 3-е место, во втором 2-е, и вот, наконец, дошла до 1-го. Мне очень приятно, что я имею такую возможность, и в первую очередь за это нужно благодарить организаторов конкурса и спонсоров конкурса, потому что, насколько я понимаю, такого уровня конкурс тропических биотопов у нас единственный. То есть какие-то форматы в рамках других конкурсов, когда биотопные аквариумы тоже представлены, но вот такой специализированный конкурс, он один. И он действительно становится все более и более наполненным международными конкурсантами. Теперь победить здесь и пройти в финал еще труднее, и тем более почетно, в общем, наконец, получить 1-е место в этом конкурсе при таком, в общем, международном составе участников, которые прекрасно знают биотопы, которые они оформляют. Большое спасибо компании Unitex, организатору конкурса Олегу Лабутову, и огромное спасибо, конечно, компании JBL, которая делает возможным проведение таких замечательных конкурсов и дает возможность участникам показать свое мастерство и свое видение живой природы в рамках аквариума. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Александр Байков. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, рекомендуйте это видео друзьям. Всем удачи, всем пока.